Всем привет, с вами Аскер Видаль, и сегодня мы разберем табличку тренировок, в котором разные параметры, например, сколько тренировался, когда тренировался и сколько дней вообще уделял к этому упражнению. Ну, не будем долго размысловать, давайте погнали! Вот уже мы здесь, сейчас мы начнем. Так, с чего начать? Как всегда, здесь уже все понятно, пишем, чем занимаемся, это подтягивание, отжимания. Эти не трогаю, здесь потом объясню, как бы, опять же, категория, там, как вам удобно будет. Можно, например, бег долгий, бег медленный, чтобы отслеживать время, там, относительную, там, скорость тоже. Там опять время, количество, не совсем правильно, ну, пойдет. Также, категория, вот так. Ну и планировка дня. Так, ну здесь сейчас так сделаем. Вот у нас здесь пишется весь год, данные всего года, количество, сколько вы занимались, вот этот столбец берет. Потом вот бег, я бегал 26 часов 65 раз за этот год. Но год еще не прошел. Вот велик, сколько там, ну и подтягивание и тому подобное тоже. Здесь еще есть данные. Тоже берем, короче, копируем вот это, если нужно, и ставим сюда. Дальше вот так. Оп. Только значение ставим и все. Специальная ставка. И здесь вот так появились. Ну, лучше целиком все копировать вот так. Данные. Так, здесь 2021 год. Что как там? О, пресс почти 2000. И тому подобное. Здесь 2003, 2004. Это нужно, чтобы посмотреть все годы на плюсик. И появился еще один тапсы. Правильно, 5 штук. В количестве 5 штук. Вот здесь тоже все общее пишется. Сколько я бегал всего? 137 раз. 43 часа. Почти 2 дня, можно сказать. 5 часов не хватает. Вот. Подтягивание и тому подобное. Так. Ну, то же самое, как учет дня. Если вы смотрели, то вам будет сразу ясно и понятно. Также галочки, они тоже особо не играют роль. Здесь еще есть скрытые, связанные с временем в часах. Ну, которые данному таблице совсем не нужна. Ну, здесь измерение в единицах, получается, в количествах штук. Вот, например, подтягивание 1, это 1 раз. А вот здесь уже велик в километры, это, ну, понятное дело, измерение в километрах. Потом есть такие таблицы. Ну, первые, здесь они пустые некоторые, потому что я еще там, у меня не было даже такого шаблона, во-первых. Во-вторых, я занимался другими делами, а не спортом. Так, вот, например, 6 июня, и здесь пишется значение, которое вы сами заполняете, например, подтягивание, вот здесь заполнил 20. Можно писать вот так, как математически там, например, равно 10 умноженное на 3, вот сейчас покажу, 10 умноженное на 3, 10 это один подход, 3 раза, вот всего получается сумма 30. Вот так я заполняю, здесь километры, здесь время пишу и самостоятельно читает в километры в час. Вот здесь есть дополнение таблицы, это плавание, бег. Ну, можно написать и лыжи. Опять же, в меню заходим и пишем. Вот так. В понедельник окрашен в красный цвет. Ну, здесь. Также месяцы можно менять. Сейчас в меню, чтобы год выбрать, заходим сюда и меняем здесь. 2023. И во всех таблицах самостоятельно уже меняется год. Вот, сразу поменялся год и значение
недель. Ну, у всех таблиц также. Всех 2023. Так, ну, оставим 2022. Потом заходим обратно в таблицу. Вот, они все однообразные. Все 12 штук их, все месяцы. Потом есть сумма пишется, количество всего, например. Но здесь бег в километр в час, они средние считаются, не сумма. А в остальных сумма, например, подтягивание за этот месяц 75. 4 раза потянулся. Ну вот, 4 дня потягивался. Потом также можно в графике посмотреть. Здесь есть, например, подтягивание, выбираем. Он показывает значение вот так. Подтягивание как раз есть 4 раза делал. 1 числа. Ну, тогда вторая неделя 1 числа 20 раз. Вот так. Здесь неделя 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, 5-я неделя имеет 3 дня. Потом есть конкретный график дня, например, выбираем там 30. Ну, обычно я все выбираю. Например, 30. Здесь 4. Это у нас бег. Ну, здесь не пишется, но это бег. Бег. Вот. К сожалению, я забыл сделать график всего. Количество и дней. Ну, в дальнейшем я сделаю, исправим. Здесь пишется сумма недель. Например, выбираем подтягивание. Он читает подтягивание. 1 неделя 0, 2 неделя 60, 3 0, 4 неделя 15. И всего получается 75. Так, бег в километрах. Это уже для бега, для велика. Ну, основа 4 штуки. Здесь значение все пишется по неделям 1, 2, 3, 4, 5. И опять же сумма, количество, сколько раз сделал. И также во всех остальных таблицах. Их тоже также заполняем. Скоро будет обновление этой таблицы. Потом, ну, это сама суть не в этом, а она заключается в итогах. Например, итог, бег километров. Здесь пишется все данные, которые, сколько, например, наибольший бег это 5 километров 260 метров. Ну и тоже итоги, сумма 3-го месяца пробежал наибольшее количество. Вот здесь итог, вся сумма. Потом здесь по месяцам. И опять же сумма и количество тренировок. Вот. И то, что обычно я пользуюсь, это графики. Графики помогают вообще отслеживать много что. Например, основном я отслеживаю бег, конечно. Выбираем бег, и вот. И здесь показано, как я бегал. Очень много я пробежал. 3,15, 3,7, 3,2. Столько. И в дальнейшем уже начал больше бегать. 5. Потом был 6 километров наибольший, и наименьший это 1 километр. Ну, здесь графики меняются. Потом по месяцам можно конкретно посмотреть, например, 6-й месяц. Особо здесь даже не бегал. Так. Этот месяц по дням. Не по дням, а месяц по месяцы. Год по месяцам. Это год без пропусков. Это год по месяцам. Ага, у меня дупликат пошел здесь. Вот здесь еще график бега по месяцам, чтобы сравнивать с другими. Так. Ну, 3-й месяц. Только 3,15 бегал в среднем. Ну и остальные есть. Год. Уже по разным тренировкам. Ну и здесь месяц написан. Потом здесь, опять же, как учеба, выбираем категории, и там читается сумма. Например, бег 30.
Вот. Ну, таблицу я буду улучшать. Есть, конечно, косяки, которые я не заметил. Также эту сторону вообще не трогаем. Она такая же, как итоги. Ой. Потом даты, фильтры есть. Она помогает посмотреть, ну, каких числах занимались. Например, я вот бег начал 2 февраля и в дальнейшем бегал с 18. Вот 16 дней пропустил и после этого только начал бегать. Почти каждый день. Ну, или почти каждый 2-3 дня. Вот. В дальнейшем бегал до сегодня. Да. Ну, до вчера, получается. Бегал, вчера тоже пробежал. Вот. Все это читается здесь. Ну, если здесь значение отличается, то значит ошибка где-то. Вот такая табличка. График есть, фильтры, даты, когда занимался, во сколько и сколько раз и тому подобное. Вот. Есть еще таблица, ну там я пишу свои и рекорды, можно сказать, и успехи. Да, и все. Такая небольшая таблица. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, конечно, свои очень огромные комментарии, чтобы я понимал, что вам нравится, что нет. И пишите свои идеи на новые видео, чтобы я усовершенствовал свой YouTube, чтобы я стал популярным. Все, давайте.